Дорогие друзья, вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. Иногда самые простые поездки становятся маленьким праздником, который хочется запомнить надолго. Так случилось и у нас, когда мы с дочкой решили съездить в Хайфу, чтобы заглянуть в русский магазин и немного прикоснуться к этой теплой атмосфере, которая всегда связана с зимой, с праздниками и ожиданием чуда. Утро началось спокойно, легкий ветерок, мягкий свет, безоблачное голубое небо и предвкушение приятного дня. Мы сели в автобус, там звучала хорошая музыка и отправились в путь. Дорога до Хайфы всего-то 20 минут. Море то появляется, то скрывается за холмами, а город встречает своими зелеными склонами и живой городской атмосферой. На улице Адар, где мы вышли, здания стояли как огромные корабли. И вдруг раздался крик, и какая-то женщина быстро побежала вперед. На дороге упал человек, а рядом была женщина, в руке у нее был шприц. Район там неблагополучный, и мы не решились подходить близко, тем более помощь уже оказывали. В таких случаях лучше не мешать. Машина его сбила, да? Нет. Сам упал. Только тогда, когда подошли к русскому магазину, появилось немножко настроения и вздохнули мы. В витрине сияли гирлянды, переливались елочные шары, а внутри нас встретил богатый выбор всего, что напоминает о русской культуре и новогодних традициях. И мы забыли о человеке, который лежал на дороге. На обратном пути мы узнали, что он жив-здоров и отказался от медицинской помощи. Когда мы подошли к магазину, я сразу почувствовала какое-то особенное настроение, как будто открываешь дверь и попадаешь не просто в торговый зал, а в маленький уголок прошлого, где все знакомо, близко и по-домашнему. Этот магазин находится в Хайфе, на улице Адар. Магазин называется «Русская книга», около почты. В этом магазине все полки установлены яркими игрушками. Очень красивые стеклянные шары с блестками. Каждый шарик упакован индивидуально. Казалось, что каждый предмет хранит в себе маленькую историю. Дочка сразу оживилась, начала рассматривать украшения, брать их в руки, сравнивать цвета, форму, блеск. Она будто снова стала маленькой девочкой, которая выбирает украшения для своей первой елки. Я ходила между стеллажами, наслаждалась этим ощущением зимнего праздника, который еще не наступил, но уже чувствуется в воздухе. И вдруг мой взгляд упал на красивую елку, аккуратную, пушистую, прямо такую, как когда-то ставили дома перед Новым годом. Я без раздумий решила взять ее, ведь елка дарит дому особую атмосферу, делает его теплым, уютным, наполненным ожиданием радостных моментов. Елочка была очень тяжелая, и в автобусе перевозить такую было не очень удобно. Но мы нашли маленькую елочку. А вот с игрушками мне помогла дочка. Она с такой любовью выбирала каждую, внимательно смотрела, чтобы все сочеталось, чтобы на елке было гармонично и красиво. Видеть ее творческий подход было отдельной радостью. Мы подолгу обсуждали каждую игрушку, смеялись, спорили, выбирали, и даже в этом мелком занятии было столько тепла. Кроме игрушек мы заглянули в отдел с русскими книгами. Там было все, от классических до современных авторов. Перелистывая страницы, я словно возвращалась в школьные годы. Вспомнила, как в детстве зимой забиралась под одеяло с книгой и читала до поздней ночи. Это и привито моей дочке. Она очень много читает и русскую литературу, и на иврите. А рядом я увидела полку с красивой посудой. На этой полке я увидела очень красивую чашку. Чашка простая, большая. На ней нарисован был Дед Мороз. Когда все покупки были сделаны, мы вышли на улицу. И день будто стал еще ярче. Мы решили немного погулять по городу. Мы долго гуляли, рассматривали витрины, не заходили в маленькие магазинчики, а сразу поехали в большой торговый центр. Мне каждая минута казалась особенной, потому что самые теплые моменты всегда рождаются там, где есть близкие люди рядом. Вот так выглядит торговый центр.
Называется Гранд Каньон. Мы находимся в Хайфе. Сейчас мы подходим к подземному переходу, проходим досмотр. Это обязательная процедура в Израиле. Надо к этому относиться спокойно. Люди выполняют свою работу. И мы заходим в торговый центр. Витрины переливались огнями. И вот такой огромный здесь купол с прозрачными стеклами. А вот магазинчик, где есть новогодние подарки и новогодние игрушки. И вот такие красивые чашки. Чашка-пингвин, такая интересная. Где-то играла праздничная музыка. Мы гуляли, смотрели, заходили в разные отделы и просто ловили настроение праздника, которое постепенно наполняет весь город. Но о том, что происходило в торговом центре, о всех интересных местах, которые мы нашли там, и о приятных сюрпризах, я расскажу в следующем видео. Будет продолжение нашей маленькой поездки и еще больше атмосферных моментов. Дорогие друзья, я не прощаюсь с вами, а говорю, как всегда, до новой встречи.